Всем привет! Мы продолжаем серию видеороликов, посвященных обзорам масштабных моделей, выходивших в разных журнальных сериях в различных странах. И в сегодняшнем видео мы также продолжим серию видеороликов, посвященных автомобилям марки Chevrolet. Где-то 3 года назад я начал видеообзоры, посвященные бразильской журнальной серии Chevrolet Collection, и мы рассматривали некоторые автомобили, входившие в данную журнальную серию. И сегодня как раз мы эту серию и продолжим. Я вам покажу большой рамный внедорожник марки Chevrolet, который копирует прототип 1987 года. И в Бразилии эта модель выходила под номером 28. Для тех, кто не смотрел предыдущие видеообзоры, вкратце расскажу, что из себя представляет данная журнальная серия. Она стартовала в Бразилии в 2015 году, завершилась в 2019 году и изначально было запланировано 40 выпусков, но затем серию расширили до 60 выпусков и затем еще раз продлили до 71 выпуска. И помимо обычных изданий в серию также входили бонусные выпуски для постоянных подписчиков серии. И в них вы могли видеть такие автомобили, как кареты скорой помощи, различную коммунальную технику, также эвакуаторы и полицейские автомобили. Как и большинство различных журнальных серий, данная серия выходила раз в 2 недели, была доступна в продаже в киосках, также по подписке. Эти модели также сейчас продаются во многих европейских интернет-магазинах. Я посмотрел, в некоторых российских магазинах они тоже доступны в продаже. И в России выпуски стоят 830 рублей, это примерно 8,5 евро. В Европе я видел некоторые модели, есть даже подешевле, 3,95, но это пара выпусков, которые не продаются в России. А большинство моделей продают за 8-9 евро, и иногда цена достигает 25 евро за масштабную копию, если это какой-то особый выпуск, по мнению продавца. И у меня в коллекции порядка 15 выпусков. Я покупал эти модели ради спортивного интереса. Это были в основном машины, копирующие американский автопром и также не выпускавшиеся другими производителями. Что мне известно о данной журнальной серии, это то, что модели делает фабрика XO Models. Некоторые модели также продублированы в коробочках XO, и некоторые экземпляры я видел выходили в коробочках White Box. Это тоже одно из подразделений XO Models, которое выпускает модели в других вариантах окраски, и эти модели имеют некоторые упрощения по сравнению с аналогами в коробочках XO. Я вам сегодня для сравнения также приготовил одну модель из польской журнальной серии. Это всем известный ГАЗ-3102 Волга, аналог той модели, которая выходила в рамках российской журнальной серии «Автолегенды СССР», только польская модель белого цвета, и у нее вместо табличек с надписью «Волга» регистрационные номерные знаки. И мы посмотрим габаритные размеры двух автомобилей, также посмотрим, какие у них есть недочеты, чем отличается деталировка одной модели от другой, и вы в комментариях можете написать, а какие модели из журнальных серий собираете вы. Возможно, тоже у вас есть аналоги из бразильской журнальной серии, из польской серии. Ну, конечно, я более чем уверен, что у большинства коллекционеров есть хоть одна модель, выходившая в российской журнальной серии «Автолегенды СССР». И ходил такой слух, что, конечно, российская журнальная серия одна из худших. Там очень много брака. Но когда я начал покупать модели из других журнальных серий, оказалось, что у них дела обстоят не намного лучше. Все тот же брак, все те же пятна клея, также криво установленные детали, есть непрокрасы, есть отсутствующие детали. И, кстати, в одном российском интернет-магазине, когда я просматривал модели из журнальной серии Chevrolet Collection, обнаружил такую интересную надпись. Там было написано, что трещины и сколы на боксе, также недостающие детали в масштабной копии не являются дефектом для данного производителя. Так что вот такое заявление, которое вполне соответствует качеству этих масштабных копий. Давайте начнем с обзора упаковки. Плюс этой журнальной серии в том, что здесь модели поставляются в дисплей-кейсе. Он довольно симпатичный, подставка под наклоном, также есть наименование прототипа и значок Chevrolet.
Дисплей-кейс упакован в блистер. На нижней стороне блистера есть различная информация, с которой можно ознакомиться. Написано, что эта масштабная модель не предназначена для детей младше 14 лет. Естественно, модель изготовлена в Китае, и на задней стороне упаковки есть информация, которая касается издателя масштабной копии. Ну, давайте распакуем дисплей-кейс, чтобы он нам не мешал рассматривать модель. Здесь также поставляется пластиковый фиксационный блистер, чтобы модель не повредилась при транспортировке, хотя он не особо нужен, ведь модель прикручена двумя шурупчиками к подиуму. Довольно интересный цвет масштабной модели. Здесь она выполнена в одном тоне, но в этой журнальной серии попадаются модели в двухцветном исполнении. Корпус модели изготовлен из металла, нету открывающихся элементов. В целом более-менее аккуратная покраска кузова автомобиля, хотя встречаются пятнышки клея. Например, у меня пятно клея на крышке багажника. И есть непрокрасы на переднем бампере. Такие дефекты, с которыми приходится мириться. И автомобиль заляпан транспортировочным силиконом. Его приходится зачастую удалять самостоятельно. Нужно использовать какую-то мыльную жидкость. Вы протираете ею модель и затем сухой тряпочкой ее полируете. Интерьер здесь из пластика, окрашенного в массе. При желании можно разобрать данную масштабную копию, его окрасить, но хотелось бы видеть эти элементы уже изначально окрашенные на заводе. И встречаются модели иногда в журнальных сериях, у которых окрашен интерьер, но это очень редко, и в основном окрашенные салоны я видел на моделях из итальянской журнальной серии. Также здесь криво установлены покрышки. Видно, что покрышка не одета на колесный диск. Можно было это сделать на заводе. Не знаю, почему вот так собирают масштабные копии. Но что есть, то есть. Дверные ручки здесь обозначены серебристой краской. Они отлиты вместе с корпусом масштабной копии. Задние фонари в виде отдельных элементов, но они покрашены просто красным лаком. Их можно было бы сделать в виде прозрачных деталей. Это придало бы модели более реалистичный вид. Установлены регистрационные номерные знаки. Зеркала заднего вида, бампера и облицовка радиатора здесь окрашены просто серебристой краской. Эти элементы можно было сделать в хроме, хотя я не против такого решения. Зачастую просто окрашенные элементы серебристой краской выглядят как полированный алюминий и смотрятся более реалистично, чем детали в хроме. И, кстати, если брать хромированные детали, то в ряде случаев в журнальных сериях хром заливает мелкие рельефные элементы. Здесь в этом плане все намного лучше просматривается. Стеклоочистители здесь черного цвета, установлены не очень аккуратно, и можно посмотреть, как у этого автомобиля проработана нижняя часть. Хотя, забегая вперед, скажу, что там особо не на что смотреть, и такой проработки днища, как это делает AutoArt или Mini-Champs, вы не встретите на большинстве современных моделей. Вот так выглядит нижняя часть. Что-то похожее на передний мост, задний мост. Есть имитация карданного вала. Конечно, вид портят сквозные отверстия для закрепления модели на подставке. Что-то похожее на раму. Также выхлопная труба. Два винтика под крестовую отвертку, которые держат днище масштабной копии. И, кстати, хорошо, что здесь винтики под крестовую отвертку. На большинстве моделях от XO Models винтики с шляпкой под треугольную специальную отвертку. Ее можно приобрести в модельных магазинах, но у многих коллекционеров этого элемента нет. И они попросту не могут открутить днище и также открутить модель от подставки. И давайте вам покажу ГАЗ-3102 «Волга», который выходил в польской журнальной серии. Здесь блистер
серой подложкой. Написано, что эти модели изготовлены на пресс-формах ИСТ. Я уже эту Волгу вам неоднократно показывал, но покажу еще раз в сегодняшнем видеоролике, просто чтобы вы посмотрели на качество этой масштабной модели и чем она отличается от бразильского аналога. По длине автомобили примерно одинаковые. Chevrolet чуть шире, чем ГАЗ-3102 Волга. У Волги плюс то, что есть хром, и он, кстати, довольно качественный. Установлены тоже регистрационные номерные знаки, в целом похожая светотехника, все те же черные точки, так называемые рыбьи глаза. Задние фонари у Волги тоже красного цвета, можно было обозначить поворотники, огни заднего хода, но здесь этого решили не делать. Тот же черный салон, окрашенный в массе. И если посмотреть на днище масштабных копий, то, честно сказать, проработка нижней части мне больше нравится у польского варианта, ну и, соответственно, у модели, выходившей в журнальной серии «Автолегенда СССР». И, на мой взгляд, она более правдоподобная. Пишите ваши комментарии, что вы думаете по поводу бразильской журнальной серии Chevrolet Collection. Какие журнальные модели есть в ваших коллекциях, какое у них качество сборки и покраски. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Также вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик, если вы не сделали этого раньше. И можете заглянуть и подписаться на мой второй канал. Там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока-пока.